Добрый день. Мы будем думать и познавать вместе. Сегодня мы говорим о китайской экономике. Китай стал лидирующей экономикой мира очень давно, еще в эпоху династии Сун. Как получилось, что в 20 веке он оказался среди самых малоразвитых экономических стран мира? Сначала это были монголы во главе с Чингисханом, потом маньчжуры добили китайскую экономику европейцев опиумными войнами в XIX веке. И в середине XX века Китай оказался в условиях разрухи. Давайте будем смотреть, как ему удалось выбраться из этой ямы. Дэн Сяопин предложил реализовать принцип 4 модернизаций. Модернизация обороны, модернизация промышленности, модернизация сельского хозяйства и модернизация науки и образования. Начали они реформы в 1976 году, 1978, с того, что распустили народные коммуны, то бишь по-нашему колхозы. Крестьяне получили землю в аренду и смогли самостоятельно распоряжаться землей, своим урожаем. И таким образом очень быстро рынок продовольствия был насыщен. Не просто голод прекратился, а вскоре уже Китай даже мог что-либо экспортировать из продовольствия. Вот такая быстрая, успешная аграрная реформа. В промышленности, в других сферах все было сделано, потяжелее пошли реформы. Промышленность. Здесь была предложена идея сначала свободных экономических зон, с тем, чтобы в эти свободные экономические зоны пришел иностранный капитал хуатяо, этнических китайцев, проживающих за рубежом. И они показали, как нужно работать. Они пришли со своими капиталами и модернизировали, прежде всего, высокотехнологичные отрасли. Что касается самого Китая, то тут были реализованы две идеи. С одной стороны, государственная промышленность, она как была, так и осталась, особенно в оборонке. Тут реформы шли очень медленно, но они шли. А вот сельская так называемая промышленность – это феномен китайских реформ. Что из себя представляла сельская промышленность? Это сельские промыслы. То есть в деревне крестьянину разрешалось заниматься промыслами, и бизнес из больших городов этим воспользовался. Чтобы вы поняли, как это работает, я вам приведу пример провинции Цзянсу. Такая провинция рисовая, в центральной части Китая, 100 миллионов населения, большинство живет в сельской местности и возделывает рисовые поля. Что им делать, когда рис убрали? И вот приезжает предприниматель из Шанхая, соседнего, и предлагает крестьянину заняться трудом, дополнительными промыслами. Цзянсу специализируется на производстве пуговиц и молний. Предприниматель приезжает с заготовками, раздает в деревне эти пластиковые кружочки. Крестьянин сидит у себя в сарае и делает пуговицы, на станочке. Потом приезжает предприниматель, забирает продукцию готовую, платит небольшую сумму этому крестьянину и увозит продукцию в Шанхай. Так вот, чтобы было вам известно, насколько высокопродуктивна эта сельская промышленность. 80% во всем мире пуговиц и молний делаются в Китае. И, как вы уже догадались, в провинции Цзянсу. И когда вы приходите на какой-нибудь рынок вещевой и покупаете что-нибудь китайское, знайте, это сделано в китайской деревне. Поэтому это так дешево, потому что крестьянин не берет дорого. Вот феномен китайской промышленности, сельской промышленности.
Плюс к этому в Китае прошли еще реформы, связанные с наукой и образованием. На науку и образование выделялось и сейчас выделяется 7% ВВП. Это огромные деньги. И наука и образование расцвели. Расцвели школы, расцвели университеты. И вот эта реформа, она создала перспективы китайскому экономическому развитию. Она позволила создать вот этот человеческий капитал для высокотехнологичных отраслей. И таким образом все в комплексе хорошо сработало. Ко всем реформам в промышленности, в сельском хозяйстве следует добавить еще пару важных преобразований, без которых Китай не стал бы ведущей экономикой мира. Это свобода торговли и открытость миру. Что дала свобода торговли? Как внутренней, так и свобода продавать на экспорт. Она позволила очень быстро насытить потребительский рынок Китая, а затем и выйти на мировой рынок со своими экспортными товарами. Открытость позволила то же самое реализовать экспорт и, с другой стороны, привлечь вот эти самые инвестиции Хуатяо и привлечь. За ними пришли ведь и американские, и европейские, и японские фирмы, которые пришли за дешевой рабочей силой в Китай, да, но они бы не пришли, если бы не было открытости. И последнее, что превратило Китай в полноценную рыночную экономику, это финансовая реформа, которая проводилась чуть позже, уже в 2000-е годы. Были создана система коммерческих банков, были созданы фондовые биржи в Шанхае, в Пекине, стал реализовываться оборот ценных бумаг, и Китай завершил переход к рыночной экономике. А теперь об авторе китайских реформ Дэн Сяопине. Родился он в 1904 году в провинции Сычуань, в деревне, в семье богатых родителей. И на деньги родителей он получил очень хорошее образование. Сначала в Чунцине, столице провинции Сычуань, а потом его послали в Марсель, во Францию, где он учился в Марсельском университете. Там же, в Марселе, он стал коммунистом и стал читать произведения Ленина, Маркса и Энгельса. Но когда его арестовала полиция, на его столе лежала книга Бухарина про новую экономическую политику в СССР. После освобождения от ареста Дэн переезжает в Москву и поступает в университет трудящихся Востока имени Сунь Яцена. Такой был университет. Но долго учиться не пришлось Дэн Сяопину в Москве. Партия позвала, он вступил в коммунистическую партию, и партия позвала его возглавить восстание в провинции Гуанси. И вот начиная с 1926 года и до победы коммунистов над Гоминданом в 1949 году Дэн прошел весь путь китайской революции. И к концу этого пути он вошел в 8 бессмертных. 8 бессмертных в истории КПК – это те люди, которые внесли самый большой вклад в создание Китайской Народной Республики. Дэн был в составе и находится в составе 8 бессмертных. Кстати, в эту 8 не входит Мао Цзэдун. Вот такой у него был авторитет в партии во время создания КНР. Но Дэн не вписался ни в большой скачок, ни в культурную революцию. Он был снят со всех постов Мао Цзэдуном и отправлен под домашний арест. Но когда вот эти реформы показали свою неэффективность, когда
Китай испытывал огромные экономические проблемы, требовались люди с идеями. И в 1973 году Мао Цзэдун возвращает Дэн Сяопина в руководство Компартии. Он вынужден был это сделать, чтобы появились какие-то хотя бы новые идеи. И когда в 1976 году, через 3 года, Мао Цзэдун умирает, Дэн получает возможность реализовать эти реформы, свои идеи, но ему мешает так называемая банда 4. Так назвали этих людей в китайской пропаганде. Это были 4 руководителя плюс жена Мао Цзэдуна, Дзян Цин, которые хотели остаться вот в этом маоистско-сталинском прошлом. И вот здесь проявились еще одни качества Дэн Сяопина. Хитрость, гибкость, да, и опора на госаппарат. Он смог благодаря хитрости, гибкости и опоре на своих сторонников в госаппарате убрать банду 4. Отправить их туда, наверх. Они были расстреляны после суда. И только когда это произошло, а это был 1978 год, вот только тогда Дэн смог начать реформы. Про 4 модернизации, это и были идеи Дэна, вы уже знаете. Другое дело, что были еще идеи, и они тоже реализовывались, кроме 4 модернизаций. Это в первую очередь идея Сяокан, среднезажиточного общества, и идея товарной экономики. Это идея преобразования экономики на рыночные основы. Сяокан, среднезажиточное общество, здесь Дэну пришлось долго бороться с консерваторами, чтобы добиться того, что в Китае появились и свои и миллионеры, и миллиардеры там, и стали платить хорошие высокие зарплаты руководителям предприятий, в том числе даже и государственных предприятий. То есть все это было реализацией его идеи Сяокан. Товарная экономика – это фактически идея НЭПа, идея рыночного хозяйства, где цены формируются рынком, товарная экономика. Во-вторых, есть конкуренция. Так вот, все западные экономисты признают, что в Китае построена настоящая рыночная экономика с рыночным ценообразованием. И главное – конкуренция. Вот это то, чего не хватало экономике СССР. А реально в Китае сейчас есть конкуренция как на внутреннем рынке, так и, само собой, на внешнем рынке китайские фирмы конкурируют между собой. То есть Huawei и Xiaomi конкурируют между собой даже на внешних рынках. Вот вам, пожалуйста, реализация идеи товарной экономики по Дэн Сяопину. События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году создали угрозу для продолжения реформ. Студенты и преподаватели пекинских университетов были разогнаны армией, и студенты и преподаватели призывали к дальнейшей либерализации, к многопартийности. Дэн выступил за разгон демонстрации, выступил против либерализации, но все равно это не убедило консерваторов коммунистической партии, которые хотели вернуться к госсобственности, к сталинско-маоистскому варианту социализма. И Дэн понял, что реформы под угрозой. И тогда он поехал на юг. Он поехал в Гуанчжоу, он поехал в Шэньчжэнь, он поехал в Шанхай, где выступал перед народом и призывал к продолжению реформ. И эта поездка была триумфальной для Дэн Сяопина. Фактически, благодаря тому,
что он оперся на народ, и народ его поддержал, госаппарат, в котором он потерял свой авторитет после Тяньаньмэнь, да, вынужден был согласиться с тем, что реформы нужно продолжать. Вот так Дэн довел до конца свое дело и добился продолжения реформ, а дальше ушел на пенсию. Итак, Китай провел свои реформы благодаря идеям Дэн Сяопина. Вот эти 4 модернизации плюс дополнительные идеи Дэн Сяопина привели Китай к состоянию современной ведущей экономики мира. Когда я говорил о Дэн Сяопине, я не сказал, что он занимал высший пост. Действительно, он никогда не занимал высшие посты в Китае. Он возглавлял комитет по обороне. И ради, на самом деле, обороны и затевались все реформы, чтобы Китай стал мощной военной державой мира. Вот на самом деле главная цель Дэн Сяопина, он был хитрый, и это тоже скрывал. И давайте посмотрим сейчас. В 2026 году Китай является мощной военной державой, как задумывал Дэн Сяопин благодаря реформам? Да, является. Да. И поэтому и здесь у Дэна все получилось. Китай провел свои экономические реформы, Китай вышел на производство высокотехнологичной продукции, в том числе военного назначения. Китай создал мощную армию. Вот он, пожалуйста, конечный результат усилий главы, неформального главы Китая Дэн Сяопина.